Финские самцы самые лучшие на всем севере. Эта история произошла на севере Финляндии, в сказочно красивой и суровой Лапландии. Там, где живут коренные жители этих мест. Народ сами. Однажды группа туристов, среди которых было 4 русских, 2 женщины, подросток и мальчик 8 лет, посетили небольшую протестантскую церквушку. Местное население принимало гостей радушно. И, как здесь принято, с удовольствием рассказывали о себе, быте, промыслах и о родном крае. На церковную кафедру зашел мужчина солидного вида и с достоинством стал рассказывать о своем малочисленном народе. Переводила его речь на русский язык молодая финка, студентка университета города Йоэнсу. После приветствия первая фраза докладчика устами переводчицы прозвучала на русском языке так. «Я принадлежу к малочисленному народу, проживающему на крайнем севере, к самцам». Одна из русских женщин на это заявление среагировала немедленно и с энтузиазмом. Расправила грудь, выпрямила спину и, сделав красивое лицо, села, слегка запрокинув голову. Мужчина, не подозревая, что переводчица по своей неопытности перевела слово «самы» как «самцы», продолжил рассказ, в котором особо выделялись фразы. Самцы – потомственные охотники и оленеводы. Мы, самцы, научились жить и выживать в суровых условиях Лапландии. Наши дети растут крепкими и выносливыми. Моя дочь-подросток умеет охотиться и пасти оленей. После этих слов русский подросток пододвинулся ближе к финской девочке-самке и с интересом стал ее рассматривать. Далее последовало еще несколько предложений, но после того, как переводчица произнесла «Финские самцы – самые лучшие самцы на всем севере», 8-летний русский мальчик заливисто рассмеялся на весь зал. Его мать, еле сдерживая свой смех, пыталась ребенка успокоить, чтобы сгладить неудобную обстановку. Но другая русская женщина скрыть эмоции не смогла и стала звонко хохотать вместе с мальчиком. Сам с переводчицей замолчали. Они были в недоумении от поведения русских туристов. Но когда переводчицы объяснили причину такого неадекватного поведения русских женщин и детей, то лицо ее сначала стало красным, а потом серо-зеленым. Однако, быстро взяв себя в руки, она прошла к кафедре и по-фински обратилась к присутствующим соотечественникам. Энергично жестикулируя, объяснила самым причину дикого хохота русских. Тут и все другие, кто находился в церкви, разразились веселым заразительным смехом. Самы весело закивали головами и стали отпускать шутливые, но безобидные реплики в адрес переводчицы. Смех прекратился только на обеде за щедрым столом. Как видите, даже профессиональные переводчики попадают в просак
если не учитывают местного диалекта и культуры. Граждане, будьте внимательны при переводе и толковании иностранных слов. Эту историю, свидетелем которой была, рассказала в журнале Stop Infin номер 4 за август 2015 года журналист Ирина Темишева.